Всем привет! Сегодня на обзоре у нас будет довольно интересный фонарик. Фонарик Малыш от бренда Wurkas. И модель у нас HD10. Смотрите, какая коробка. Все выполнено просто изумительно. И обратите внимание, что картинка на коробке вокруг фонарика матовая, а сам фонарик у нас находится в глянце. И вот так вот можно играть бликом. Здесь у нас указана модель фонарика HD10. Цвет фонарика оранжевый. Фонарик построен на светодиодах CSP2323 с цветовой температурой 4000 Кельвин. Ну и на обратной стороне упаковочки у нас указаны все 8 режимов, а это от поллюмена до 1200 люмен. Ну и здесь у нас 1 ампер, 5 вольт 12 ватт и влагозащита IP68, дальнобойность фонарика 129 метров указана. Не знаю, как они все это дело померили, но мы распаковываем и смотрим, друзья, наш фонарик. Как всегда, вот так классно все упаковано, с магнитным клапаном наша коробка. Нас встречает инструкция. Инструкция, друзья, на многих языках, наверное, на 3, но русского языка здесь нет. В сторонку имеется в комплекте вот такое вот наголовное крепление. Классная, как всегда, резинка. Все просто по красоте. Ну и вот имеются резиновые колечки. Значит, мне больше нравится, конечно, чтобы фонарик вщелкивался. Но поскольку фонарик у нас маленький, то и проблем с вставлением фонарика в это крепление я как бы не наблюдал. Вот, и сделали, видите, дополнительную петлю. Это, наверное, для тех, у кого фонарик сваливается с головы, кому нужна дополнительная сюда шлеечка. У нас есть кабель зарядки USB-A на Type-C размером метр. Сам, конечно же, виновник торжества вот такой вот красавчик фонарик в таком классном оранжевом цвете. Честно говоря, надоели эти уже черныши. И в комплекте у нас еще есть вот такой пакетик, в котором находится темлячок, который в свою очередь просто некуда прицепить из-за того, что нет у нас, как правило, отверстия. Вот как обычно есть отверстие, да, на задней крышке, здесь у нас такого отверстия нет. И посему темлячок мы можем прицепить только куда-то вот на эту вот скобу. Ну и, конечно же, каждый раз в комплекте к нам приходит 2 резиновых уплотнительных запасных колечка. Вот, в принципе, друзья, и весь комплектик. Коробочку отлаживаем в сторонку и продолжаем рассматривать наш фонарик. Я уже показал его форм-фактор. Вот так вот красиво выглядит. Скоба может вращаться на 360 градусов по отношению к корпусу фонаря. Вот, как уже указывал ранее, имеется у нас 3 светодиода. И по периметру у нас есть 6 маленьких RGB светодиодов. Сверху кнопка включения-выключения, также управление всеми режимами. Внутри кнопки у нас есть индикатор. Когда мы ставим на зарядку, горит красным. Когда снимаем и полностью фонарик заряжен, данный индикатор будет гореть зеленым цветом. Имеется в основании магнит. Вот на ноже он, видите, держится. Держится на ноже, правда, не особо сильно. То есть, видите, он так упадет, так как нож у нас имеет очень тонкую толщину. Если толстый металл, фонарь держится шикарно. Ну и форм-фактор фонарика, видите, такая вот большая голова. Сделаны а-ля ребра охлаждения, хотя может быть и не а-ля, так как наш фонарь очень сильно греется на максах. Так, ну и давайте смотреть, что у нас внутри. Снимаем крышку, смотрим внутрь, видим, как всегда, красивую позолоченную пружинку, только съемную. Есть у нас, видите, черныш такой изолятор, который нам нужно удалить. Фонарик наш работает на базе аккумулятора под брендом Wurkas, типа размера 14500 и 900 мАч емкость. Значит, друзья, кто не знает, что такое формат 14500, это формат равен батарейке пальчиковой типа размера 2А. 1, считай, к 1. Вот такое вот тело фонарика. Заявлено, что фонарик сделан из аэрокосмического алюминия с анодированным вот таким вот оранжевым цветом. Значит, для тех, кому неудобно скоба в эту сторону, можем перевернуть скобу в другую сторону. Ну, вы все спросите, как же сделать. Здесь нет проточки, канавки, а делается это просто. Выкручиваем тело фонарика. Вот этот вот тубус. Переворачиваем.
И вкручиваем обратно, получаем скобу совершенно с другой стороны. А это значит, что резьбы с двух сторон у нас совершенно одинаковые. Давайте заглянем внутрь на плату. И мы видим вот такие вот детали. Сборка в принципе отличная. И вместо пружинного контактика у нас уже идет такой вот контакт жесткий, пятачок. Собираем все это дело обратно. Плюсом аккумулятора внутрь. Закручиваем крышку. И получаем рабочий фонарик. Так, фонарик у нас имеет систему Anduril 2. Этот Anduril мне всю голову задурил. Невероятное количество настроек. Просто обалденное. Вот в инструкции есть карта. В этой карте все настройки указаны. Как, что и из чего. Значит, друзья, кто будет путаться, там, где написано 1, допустим, C, это значит одно быстрое нажатие. Если написано 1 или там 10 H, да, это значит 10 нажатий с последующим удержанием последнего нажатия. Я надеюсь, поняли. Так вот, данную инструкцию я не поленился, нашел в интернете на русском языке. Вы сейчас ее видите на своих экранах. Данную инструкцию я заброшу в облако и оставлю вам ссылочку в описании под видео, чтобы этот Anduril вам так голову не дурил. Наш фонарик имеет два набора функций. Да? Это стандартный набор функций и уже расширенный набор функций. Давайте пока пройдемся по стандартному. Но из расширенного набора функций я вам там пару функций, наверное, покажу. И на этом остановимся. Так как все это дело буквально запомнить нельзя. Вы уж сами возьмете карту, да, разберетесь. Так, что мы имеем? Одно такое длительное нажатие включает, как написано по инструкции, режим Moonlight. Далее удержанием, вот видите, ступенчато у нас переключаются режимы. Также можно режимы со включенного состояния тройным быстрым нажатием перевести на плавную регулировку. Раз, два, три. И у нас регулировка, уже видите, плавная. Вот так это все дело работает. Выключаем наш фонарик. Значит, давайте опять включим его. Да, допустим, такой свет. Двойное нажатие быстрое переводит наш фонарь в максимальный режим. Теперь, опять же, переведем на ступенчатую регулировку. Раз, два, три. Тройным быстрым нажатием. Выключаем фонарь. И, друзья, считаем, сколько же у нас есть ступенек. Раз, два, три, четыре, пять. Все. Двойное нажатие ни к чему не приводит, никаких турборежимов здесь, видите, нет. Есть низ и есть верх. И на этом все. Но вы скажете, как же так? У нас же ведь есть в инструкции вот на коробочке прямо 8 режимов, а ты нам показываешь 5. Вот, друзья, для этого и нужен расширенный режим, чтобы это все дело было у нас как на коробочке, как в инструкции. А пока давайте посмотрим еще интересные функции. Значит, с выключенного состояния тройным быстрым нажатием мы можем посмотреть заряд нашего аккумулятора. Итак, поехали. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9. Что это обозначает? То есть 3 первых мигания у нас обозначает целые вольты. То есть 3 вольта. И 9 последующих это уже десятые вольты. И мы имеем заряд аккумулятора 3,9 вольта. Надеюсь, с этим понятно. Далее. Троекратным быстрым нажатием с последним удержанием третьего нажатия, да, мы можем перевести наш фонарик в режим стробоскопа. Раз, два, три, держим. И получаем первый режим, такую вот мерцающую свечу. Каждый последующий режим мы переключаем двойным быстрым нажатием. Раз, два. Вот такая мигалочка. Раз, два. Вот такая мигалочка. Раз, два. Вот такие мигалки. Раз, два. Пошла у нас красота. Раз, два. И обратно вот такой вот пульсирующий свет, видите. То есть красивости в этом фонарике хватает очень большое количество красивостей. Также наш фонарик можно
ввести в режим блокировки. С выключенного состояния 4 быстрых нажатия. Раз, два, три, 4. Все, фонарик наш моргнул, сказал, что я на блокировке. Ну вот, по итогу включаются, видите, такие красивая подсветочка. И она вот пульсирует. Это я установил, это не по заводу. По заводу на заводских настройках она такая еле-еле заметная голубая подсветка. В инструкции написано, хотя блогеры говорят, что 4 нажатиями он и выводится из блокировки, но выводится он из блокировки так же, как и 4 нажатиями, так же и 3. Давайте нажимаем, видите, у нас он на блокировке, ничего не происходит. Да, во время блокировки удержанием кнопки у нас включается вот такой вот, видите, режим в пол люмина, наверное. Еле-еле видно. Пока держим пальцем, горит, отпускаем палец, не горит. Итак, выводим из блокировки тройным нажатием. Раз, два, 3. Все, видите, и наш фонарик включается и пошел работать. Ну, а теперь будем переходить к расширенным настройкам. Вот к тем настройкам, которые указаны у нас именно на данной коробочке. Итак, чтобы включить расширенный режим, нам нужно сделать с выключенного состояния 10 быстрых нажатий с последующим удержанием 10-го нажатия. Итак, поехали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Держим. Фонарик мигнул и сказал нам о том, что я перевелся в расширенный режим. Теперь, друзья, считаем, сколько же ступенек у нас имеется в расширенном режиме. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. И двойное нажатие турбо 8. Вот мы получили все данные ступеньки, которые и заявлены у нас здесь вот на данной коробке. Выйти из расширенного режима мы делаем из выключенного состояния 10 быстрых нажатий. Так, что касаемо вот этой вот всей красоты. Эту красоту, подсветочку мы можем с вами поменять. И вот по поводу данной красоты мне хотелось бы порекомендовать данные фонарики всем родителям купить своим деткам. Детки, конечно, будут рады понажимать этих кнопок там неизвестное количество раз, побаловаться с этим фонариком, но в этом фонарике есть определенные плюсы. Он может работать, в принципе, как фликер. То есть, ну, конечно, такую подсветку никто там не заметит особо где-то, да, когда у ребенка этот фонарик, допустим, будет висеть на рюкзаке. Но мы можем эти подсветки все поменять. Меняются с выключенного состояния 7 быстрых нажатий. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. И у нас, видите, включился более яркий свет. Это будет на фонарике гореть постоянно. Особо тока он не потребляет. Конечно, со временем фонарик разрядится, там, не знаю, за неделю, да, с такой подсветкой. Но зато ваши детки будут смело идти со школы с такой подсветкой. Для смены цвета или вида опять 7 раз быстро нажимаем кнопочку. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. И получаем вот такие вот мерцающие вспышки. Думаю, видно. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Так, я, получается, сейчас его выключил полностью. То есть, видите, можно его выключить. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Так, это у нас вспышки. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Вот. А чтобы не перебирать постоянно по 7 раз, мы сделаем что? Мы сейчас сделаем 7 быстрых нажатий с последующим удержанием 7-го нажатия. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Держим. И у нас все возможные цвета и режимы у нас будут перебираться. Нам остается выбрать определенный режим, который нам нравится, и отпустить кнопку. И вот получаем такое мерцание. Вот. Ну а в режиме фликера, конечно же, будет использовать лучше всего режим стробоскопа. Это будет вообще четко, конечно, не сильно яркий, но режим стробоскопа. Так, теперь с этим андурилом, если вы понажимаете много кнопочек, вам, конечно же, в определенный момент времени захочется сделать сброс фонарика к заводским настройкам. Так вот, есть два способа. Один физический способ при помощи разбора нашего фонарика, и второй способ кнопочкой. Давайте начнем с физического способа. Откручиваем наш аккумулятор, придерживаем.
нажимаем и удерживаем кнопку. Держим кнопку включенной, закручиваем нашу крышку и наблюдаем за фонарем. Так, не докрутил крышку. Вспышка прошла, все, фонарь нам сказал, я сейчас нахожусь в заводских настройках. То есть у нас опять по заводу плавно будет изменяться яркость и будет, если раз, два, три, четыре, ой. Раз, два, три. Если переключить на ступеньки, то у нас получится всего лишь 5 ступенек. Раз, два, три, четыре, 5. Все. Вот. И есть, опять же, такой вот программный способ. То есть программно мы можем тоже сбросить наш фонарик, не разбирая его. Для этого нам надо с выключенного состояния 13 быстрых нажатий с удержанием последнего нажатия. Проверяем. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Держим. И у нас такая же картина. Вспышка. И все. Фонарь у нас в заводских настройках. Так, все, народ, наверное, хорош по этим настройкам бегать. Видео и так получилось длинное. Сейчас идем на улицу и посмотрим, как же наш этот фонарик светит. Так, друзья, вышла на улицу. Вот наш фонарик с подсветочкой. Ну и давайте попробуем первый режим. Что у нас получается? А у нас вот только ступеньки, видите, освещаю как-то. И больше вдаль, ну никак. Только ступеньки. Второй режим. Уже немножко поярче. Тоже ступеньки хорошо перед собой. Но вдаль у нас пока... Вот гаража немножко освещаю. Вдаль пока ничего не светит. Третий режим. Вот уже можно даже ехать на велосипеде. Что-то уже будет видно. Видите, как освещает. Четвертый режим. Уже намного все это дело приятнее глазу и ярче. Вот так уже освещает он даже вдаль. Пятый. Во, как днем. Да, друзья, всегда говорю, рассказываю, что на картинке вам это видно намного ярче, чем видно глазом. Обратите на это внимание. Ну, камера снимает, как снимает. Шестой. Седьмой. Уже просто день. И турборежим. Бах. В турборежиме он сейчас будет греться и сам будет сваливаться вниз. То есть работает у нас термоконтроль, который контролит и не дает фонарику перегреться. Сам опускает на ступенечку вниз постоянно. Вот такой вот фонарик. В принципе, все классно. Давайте посмотрим на стенку, на забор. На заборе вам в камеру виден круг такой, да? Вот, с таким выраженным центральным пятном. Друзья, этого пятна глазом абсолютно не видно. Свет хороший такой, я бы сказал, рассеянный. Кто-то в обзоре рассказывал и менял линзу для того, чтобы свет был равномерный. Но, как по мне, он и так, в принципе, равномерный. Все шикарно, отлично видно. Вот, давайте посмотрим еще раз турборежим. Вдруг уже свалился. Да, видите, он уже свалился. То есть на работу длительную в турборежиме просто не рассчитывайте. Ну что, на этом будем с вами прощаться. У нас на обзоре был Вуркас HD10. Вот такой вот фонарик. Пока-пока. Я рассказал тебе всю правду. Хотите — верьте, хотите — нет. Вот.